Здравствуйте, дорогие мои рукодельницы! Меня зовут Елена, и я рада вас приветствовать на своем канале «Мир рукоделия, творчества и вязания пряжи». Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Надеюсь, на моем канале вам будет интересно, так как я практически каждый день снимаю для вас мастер-классы вязания узоров, обучающие уроки вязания. Также мы в компании рукодельниц вяжем совместные проекты крючком и спицами. Сегодня я хочу вас пригласить на очередной мастер-класс. Я вяжу новый проект на канале. И если вам понравится модель, которую я сейчас в данный момент вяжу, то вы можете присоединиться. И я организую подробный мастер-класс по вязанию кофточки, которую вы видите на фото. Поставьте, пожалуйста, лайк, пальчик вверх и напишите в комментариях, что вы будете вязать эту кофточку. Если будет много желающих, я сниму подробный мастер-класс по вязанию, обучающий мастер-класс, и буду показывать вам весь процесс вязания и создания данной модели кофточки. Если будет мало желающих, то в любом случае по готовности работы я сделаю обзор и сниму только лишь часть узора, с которым связана кофточка, и поделюсь схемой вязания. Жду ваши пальчики вверх и комментарии. В комментариях вы можете написать «Буду вязать», «Хочу связать» и так далее. А сейчас я хочу вам показать, на каком этапе у меня находится работа. Я вяжу, размер у меня 48-50 российский. Пряжу для вязания выбрала конопляная. Она у меня была в наличии. Из этой пряжи я в свое время очень много связала вещей. Так как запас летней пряжи у меня закончился, сейчас я пока в связи с карантином не могу оформить заказ, решила связать из тех остатков, которые у меня есть. Состав у пряжи 30% конопля, 70% хлопок, метраж 280 метров в 50 граммах. Торговая марка Пехорка, цвет 05 голубой. Это летняя серия. И вот с интересным очень составом. Пряжа мягонькая, приятно из нее вяжется. Изделия получаются очень мягкие. И какое преимущество этой пряжи, так как и у меня уже связано очень много вещей. Я вязала и кофточки, и платья. У меня 4 платья связано, несколько кофточек. Это у меня фаворит. В свое время был, эта пряжа была в фаворитах. Так как даже в очень сильную жару в связанных изделиях из этой пряжи абсолютно не жарко. Тело дышит и комфортно. Очень классная пряжа. И крючок для вязания я подобрала в соответствии с рекомендациями производителя номер 2. Прекрасно вяжется. Я думаю, меньше не стоит выбирать. Кофточка связана 2 видами узором. Узором такие вот цветочки. Напишите мне, пожалуйста, дорогие мои, какое название мне придумать для того, чтобы даже не мне придумать. У меня есть там название, например, льдинка, еще там небеса, небо. Но здесь вот такие миленькие цветочки. Василек. Василек не подходит, так как темно-синий. Здесь вот нежный голубой. Какое название для нового проекта вот вы бы хотели, чтобы я назвала вот данную модель кофточки? Какое название лучше сделать? Помогите мне, пожалуйста, с названием. Заранее вас благодарю, если вы напишите мне в комментариях под этим видео. И вот этот первый ажур, это низ кофточки. Он связан такими цветочками миленькими, красивыми. Основное полотно будет менее ажурный узор. Очень тоже легко просто вяжется.
И я вязала по кругу, так как не люблю сшивать вязаные изделия, люблю цельнокроенную вязку. И также перед тем, как высчитать количество раппортов для того, чтобы приступить к вязанию самого полотна, я связала контрольный образец. 2 раппорта у меня здесь. И вязала я прямыми и обратными рядами. Таким образом выглядит лицевая сторона узора и изнаночная. Я вяжу по кругу. Часто у меня рукодельницы в комментариях пишут, как вот связать, допустим, узор по кругу. Вот здесь я буду все подробно рассказывать и показывать, если будет мастер-класс, если будут желающие для того, чтобы мне организовать мастер-класс и снять для вас весь процесс работы. И очень интересные рукава здесь будут. Они будут, назовем так, есть термин, цельнокроенные. Мы уже вязали несколько видов на канале у меня. Рукава вязали платье, лилию, кофточку, тунику, лилию, регланом сверху вниз. Есть созданы отдельные плейлисты. Если вам интересно и вы хотите присоединиться к вязанию, то, пожалуйста, проходите. Все ссылочки я всегда оставляю в описании под видео, в инфобоксе, в конечных заставках и всплывающих заставках. И также мы вязали и вяжем кофточка Белоснежка. Она тоже идет регланом сверху вниз связана с пышненьким рукавом. С длину можно тоже ее регулировать. Тоже проходите, пожалуйста, по ссылочкам, смотрите. Уже разобрали мы технику вязания реглана сверху. Есть обучающий мастер-класс. И также мы вязали с девочками-рукодельницами жакет «Незабудка» с точным рукавом. Также я сняла 8 частей мастер-класса, где показываю весь процесс вязания жакета с вточным рукавом. А сейчас я вяжу кофточку с цельнокроенным рукавом. То есть здесь будет уже рукав формироваться в процессе вязания переда и спинки. И потом только надо будет сшить плечевые швы и изгиб рукава. И то есть и все будет красиво. Он такой будет тоже ажурный. Рукавчик будет связан узором вот этим первым с цветочками. И должна получиться интересная и красивая модель. Если вы хотите связать себе на лето кофточку, то обязательно напишите мне в комментариях, будете вы со мной вязать новый проект. Я вяжу на размер 48-50. У меня уже по расходу пряжи ушло 1 моток. Это 50 грамм примерно. И длина вот здесь 15 сантиметров. Одного мотка хватило мне на 15 сантиметров изделия. И планирую ложиться в 5-6 мотков. У меня в наличии есть 7 мотков. Мне точно хватит. И пряжу перед тем, как приступить к вязанию, я предварительно обработала. Для того, чтобы быть в ней уверена. И все вязаные вещи я стираю только в машине. При 800 оборотов у меня отжим. И они у меня не деформируются, не растягиваются и не дают усадки, так как пряжа предварительно у меня обработана. Как я это делаю, вы можете тоже посмотреть. Есть видео, которое я сняла по просьбам моих зрительниц и поделилась своим лайфхаком, секретом
вот пряжа от производителя на момент покупки. И вот таким образом выглядит моток после того, как я его обработала. Сравните. После того, как я вязаные вещи стираю в машине, они у меня остаются без изменения. То есть никогда не вытягиваются и не дают усадку, так как у меня пряжа предварительно обработана. Я смело могу вязать, зная о том, что после стирки даже в машине все останется как прежде. Такой у меня новый проект. Жду ваши комментарии. Заканчивайте все начатые проекты, те, кто вяжет со мной, и присоединяйтесь. У нас впереди будут мастер-классы, и мы с вами запускаем, опять же, как делали мы раньше. Я стараюсь каждый день для вас искать новые модели, снимать мастер-классы по вязанию узора, чтобы вам продемонстрировать, как смотрится узор в действительности. Не только по фотографиям вы можете его оценить, но также я показываю в процессе вязания, как он смотрится. И вы уже путем голосования высказываете свое мнение, нравится вам модель и будете вы вязать или нет. И потом уже после того, как я сделаю отбор наиболее понравившихся моделей, и самое главное, чтобы было написано в комментариях, что буду вязать, и уже устрою голосование по выбору моделей, на которые я буду снимать подробные обучающие мастер-классы по вязанию этих моделей. Таким образом мы связали уже жакет незабудка и вяжем сейчас на канале кофточку Белоснежка. Выбирают проекты мои подписчицы канала. Есть некоторые проекты, которые выбираю я, так как платье лилия, туника лилия, кофточка лилия. Ну так, и вот этот новый проект, у которого еще нет названия. Надеюсь, вы мне поможете подобрать очень красивое, эффектное название для данного проекта. И вас заранее благодарю, кто участвует и смотрит мои видео, особенно тех рукодельниц, у которых хватает терпения и желания смотреть мои видео от начала и до конца. Спасибо вам огромное. На этом я заканчиваю обзор проекта. Жду вас каждый день в гости. Заходите на мой канал. Я стараюсь снимать и искать для вас интересную информацию и также снимать обучающие видео по вязанию. И мы вяжем новые проекты интересные на любой вкус и разные сложности. Вот эта кофточка, у нее средняя сложность. Она вяжется не так трудно, быстро. Вот этот фрагмент я, наверное, связала часа за 2-2,5. У меня связано 15 сантиметров. Это с учетом всех, без учета, вернее, с учетом всех моих перерывов и отвлечений от процесса вязания. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.